Пап, я хочу стать футболистом. С настоящими стейками из мяса индейки Инди Лайт вы всегда остаетесь на лайте. А знаешь, любишь — делай. Главное, ешь давай. Инди Лайт. Делай, что любишь. Друзья, здравствуйте! Это очередная серия нашего большого исторического цикла про династию Романовых. Сегодня мы поговорим об одном из самых загадочных и в то же время одном из самых значимых русских правителей, об императоре Александре I. При жизни его называли, давайте я повторю эту расхожую формулировку, «сфинкс неразгаданный до гроба». Многие считали, что вот настолько много личностей, мы сегодня об этом поговорим, в Александре I, что непонятно было вообще, где он настоящий. Сегодня Александр, по воле случая, опять же, оказался одним, в общем, из самых незаслуженно забытых наших правителей, а если бы мы программу нашу записывали чуть больше столетия назад и провели бы социологический опрос среди населения Российской империи, то Александр I легко оказался бы в тройке самых главных, самых известных лидеров России вместе с Петром I и Екатериной II. И Петр и Екатерина хорошо известны, выпуски у нас есть на канале. Петр сделал Россию современным государством, большой державой, вывел ее из ситуации, когда Россия была региональной державой. Екатерина раздвинула границы империи на юг, на запад, присоединила Крым, Новороссию. Но вот Александр за время своего 25-летнего правления тоже добился, в общем, немалого. Что в первую очередь всплывает? Естественно, война 12 года, победа над Наполеоном, русские войска в Париже, основание университетов, лицеев, министерская реформа. Но дальше начинаются военные поселения, отказ от реформ, так и нереализованная история с отменой крепостного права, обманутые общественные ожидания и восстание декабристов. Александр I взошел на престол в результате заговора, и царствование его закончилось, в общем, еще более опасным заговором. Сфинкс неразгаданный до гроба. О нем и ныне спорят вновь. Довольно подобострастная строчка Петра Вяземского. А вот другая. Это был роскошный, но только тепличный цветок, не успевший или не умевший акклиматизироваться на русской почве. Он рос и цвел роскошно, пока стояла хорошая погода. А как только подули бури, как наступила наша русская осенняя ненастье, он завял и опустился. Это уже Ключевский. Вот такие, две совершенно противоположные по смыслу цитаты. Давайте поговорим о Александре I сегодня и коснемся, в частности, главной его загадки. Действительно ли император скончался в Таганроге? Или, может, он дожил до 1864 года старцем Федором Кузьмичем? Попробуем в этом сегодня мы разобраться. Как описывают Александра современники? Он был очень умен, очень красив. Он располагал к себе любого собеседника, обладал талантом нравиться людям, буквально очаровывал каждого, с кем он говорил, с первого взгляда. Это выдающиеся характеристики для дипломата, и он действительно был хорошим дипломатом, который способен был за столом переговоров добиться большего, чем на полях сражений. Ему достаточно сильно везло. Александр выпутывался из таких затруднений, которые погубили бы многих других правителей, а для него это были какие-то мелкие неприятности. Например, военные неудачи, мы об этом еще поговорим, превращались впоследствии в великие победы. Экономические кризисы стали основой для стремительного роста промышленности и торговли. Именно при Александре I Российская империя стала не просто одной из великих держав, она действительно превратилась в первую мировую сверхдержаву, такой гегемон Европы, которого позднее геополитические противники именовали жандармом Европы, при том, что, понятно, некоторые сами хотели это жандармское место занять. Что такое Россия в 1801 году, когда Александр принял императорскую корону? Это большая, влиятельная, сильная, но, в общем, еще периферийная держава, европейская страна. Конечно, к мнению Санкт-Петербурга прислушиваются при европейских дворах, русской армии побаиваются, но все еще Россию не воспринимают как серьезного политического игрока, хотя Екатерина много для этого сделала, для того, чтобы воспринимали. А вот пройдет 25 лет всего, и что? Россия — это будет страна, которая сокрушила Наполеона. Россия, которая победила казавшуюся непобедимой армию, империю Наполеона разгромила, которая контролировала большую часть Европы. Русская армия самая сильная.
Россия – лидер военно-политического альянса, который получил название Священный Союз. Тоже эфемерный ведь альянс, об этом мы поговорим впоследствии. Александр I, император российский, председательствует на дипломатических конгрессах и решает судьбы Европы. Ну, то есть, вот он, зенит, да? Когда екатерининский дипломат, канцлер Безбородко в конце 18 века уговорил молодым дипломатам: не знаю, как будет при вас, а при нас ни одна пушка в Европе без позволения нашего выпалить не смела. В этом, конечно, много было, скажем так, больше было похвальбы, чем правды. А вот при Александре I слова-то эти стали абсолютной реальностью. Нам сегодня очень сложно представить, насколько важной в мировых делах была Россия к концу правления Александра. То есть, если использовать аналогии, то более всего наша роль была похожа вот на роли, например, Соединенных Штатов Америки и Советского Союза в послевоенном устройстве Европы. Но прежде чем говорить о днях блеска и славы, давайте начнем рассказ с 12 декабря 1777 года. Император Александр, будущий император Александр, появился на свет. Тогда на бастионах Петропавловской крепости прогремел салют, состоявший из 201 пушечного залпа. А в церкви Зимнего дворца отслужили благодарственный молебен. 8 лет спустя малыша крестили в честь Александра Невского, святого покровителя Санкт-Петербурга. Екатерина II, бабка, стала крестной матерью новорожденного и по дипломатическим каналам договорилась, чтобы крестными отцами ребенка стали император Священной Римской империи Иосиф II и прусский король Фридрих Великий. Два столь влиятельных крестных были в тот момент не просто союзниками России, они были символами, хорошо, в общем, понятными элитам 18 столетия. В них объединились славное прошлое, это эпоха Семилетней войны, когда русская армия доблестно сражалась с Фридрихом Великим. И, в общем, тогда показала себя достаточно серьезной армией. И будущее, которое символизировал Иосиф II, надежда Австрии и наследник дома Габсбургов, который вошел в историю как великий реформатор. В имени будущего императора тоже была символика. Никогда ранее представители дома Романовых не звались Александром. И среди великих князей Руси оно встречается только у Александра Невского. Но аналогии эти Екатерина, потому что считают, что Екатерина настояла на том, чтобы назвать его Александром. Аналогии не столько с древнерусской историей, сколько с античностью, которая в те времена была очень модная. Александр – это Александр Македонский, Александр Великий, создатель первой всемирной империи. Он был примером для подражания, и, в общем, Александр был назван в честь его. Дальше с рождения Александр был удостоен высшего ордена Российской империи, он получил Андрея Первозванного и титул великого князя. Следующий внук получил имя Константина, который тоже ранее не использовался в царском доме. Почему? Потому что его назвали в честь Константина Великого, основателя Византийской империи. Человек, который, в общем, поднимал христианство. У нас был выпуск про Византию, вы можете посмотреть, как это было. То есть в мечтах Екатерины II Константин и Александр были в будущем повелителями Запада и Востока. Это сейчас как фантастически слушается, но вот в голове Екатерины Великой это так жило. Александр должен был править Европой, а Константин – Азией, восстановленной греческой империей с отвоеванным у турок Константинополем. Вот такая у него была схема в голове. В 1781 году живописец Ричард Бромптон написал портрет маленьких великих князей Александра и Константина. На этом портрете Александр разрубает Гордиев узел, а Константин поднимает знамя Византии, подобно Константину Великому. И это был очень такой прозрачный намек, сделанный всему миру. Что представляет собой империя к концу XVIII века? Завершилась русско-турецкая война. Россия вышла к Черному морю. Крым становится российским вассалом и в 1783 году входит в состав Российской империи. В 1772 у Польши были отторгнуты белорусские и прибалтийские земли, а суверенитет Польши вообще оказался под контролем России, Австрии и Пруссии. У нас есть выпуск про Екатерину Великую, посмотрите его, пожалуйста, если вы его не видели. Очень коротко, к концу правления Екатерины II, в общем, Польша перестанет существовать, а все северное Причерноморье окажется в руках России.
То есть со времен Ивана Грозного Россия не имела столь значительных территориальных приобретений. Екатерина II с помощью целой плеяды талантливых сподвижников реформировала управление государством, армию, судебную систему. Экономика страны переживала эпоху быстрого и устойчивого роста. В общем, императрица сделала все, чтобы подготовить почву для дальнейшего усиления России. С бюджетом в конце правления ее было уже не очень хорошо. И вот уже когда отец Александра, Павел I, стал на короткий период императором, ему пришлось наводить порядок в финансах страны, уменьшать инфляцию. Он начал бороться с дефицитом бюджета, пытался отказаться от иностранных займов и атаковал бюрократический аппарат. То есть он реформировал его, все эти раздутые штаты и непомерные расходы сокращал, губернии укрупнялись, что позволяло, в общем, этот аппарат сократить. Но самое главное, он атаковал дворянство, он атаковал его привилегии, и закончилось это тем, что, в общем, дворянство организовало дворцовый переворот, который закончился убийством Павла I. Посмотрите выпуск про Павла I, он есть тоже у нас на канале. Дальше Александр стоит на балконе Михайловского замка. Он в шоке, только что убили отца, он в себя прийти не может. И Петр Палин подтолкнул его обратиться к гвардии. А вот эта знаменитая фраза: «Хватит ребячиться, вступайте царствовать». Александр выходит на публику и говорит: «Все при мне будет, как при бабушке». Таким образом, казалось бы, что продолжается Екатерининский курс. Но на самом деле в тот момент часть элиты ждет Екатерининский курс, а часть элиты ждет либеральных реформ. Вот она, база, вот они, два лица Александра I, вот два состояния его натуры. Одним он видится грядущим консерватором, другим грядущим либералом. Откуда все это берется? Из детства. Значит, давайте поговорим про отношения в семье вообще, что было. Екатерина Великая сын своего не любила, Павла. Она его от власти фактически отстранила. Павел критиковал екатерининские порядки, коррупцию, беззаконие, всевластие бесконечных мамашных любовников, вельмож. Вообще ходили слухи, что Екатерина II власть передаст через голову сына в руки любимого внука Александра. Этого, как мы знаем, не произошло. Тем не менее, Екатерина взяла воспитание внука в свои руки. Александр должен был вырасти образцовым монархом эпохи просвещенного абсолютизма. Хорошо образованным, справедливым, трудолюбивым. Трудолюбивым и справедливым — это, в общем, фигуры речи. Но самое главное — твердое проведение державной воли. Человек, который полностью уверен в своем праве на абсолютную власть. Насчет реформатора, который выберет курс перемен, это все абсолютные домыслы. Я не думаю, что Екатерина сделала такую ставку. Она растила будущего императора. Вот давайте, пожалуй, на этом остановимся. Приятно, когда в родной Москве ставятся международные рекорды. Город определенно поддерживает статус одного из самых современных и комфортных. А рекорд следующий. В Москва-Сити появится жилая башня с самым высотным в Европе парком. Новый премиальный проект от девелопера МР, который к тому же станет последним в исторических границах делового центра. Получил название One. Он разработан главным архитектором Москвы Сергеем Кузнецовым в соавторстве с Дмитрием Суховым. По их задумке, футуристический овал небоскреба кажется единой формой, напоминающей незавершенную ленту Мёбиуса. Но за плавными линиями скрываются две башни высотой в 90 этажей, соединенных между собой мостом, над которым парит Скайгарден. Тот самый высотный парк площадью более 1000 квадратных метров с разнообразным озеленением на высоте 338 метров. One — первый небоскреб в Сити, в котором будут квартиры, а не апартаменты. Они займут этажи с 36 по 90. Есть редкие лоты, двухуровневые пентхаусы на уровне Скайгарден. Резидентам будут доступны Скайлобби на 35 этаже, авторское лобби на 1 этаже, приватный кинотеатр, библиотека, бильярдный, детский клуб и фитнес-залы
для индивидуальных тренировок, а также трехуровневый подземный паркинг. Помимо квартир в башне разместятся офисы класса Prime, а на первых этажах торговая галерея, ресторанный кластер, создание которого курирует Александр Сысоев, фитнес-центр с бассейном под стеклянным куполом, клиника превентивной медицины. Жители, офисные сотрудники и сервисный персонал пользуются разными входами, не встречаясь друг с другом. Строительство One завершится в 2030 году. Больше подробностей об этом уникальном проекте вы найдете по ссылке в описании. Переходите прямо сейчас. Александра воспитывали, опираясь на самые на тот момент передовые педагогические идеи. Еще один интересный факт. Говорят, что современники пишут, что воспитан он был в спартанском духе. Что из интересного, да? Вот, например, младенец спал не в колыбели, а он спит на кровати с жестким тонким матрасом. Комнаты постоянно проветривались, чтобы в них был свежий воздух. Там не должно было быть жарко, температура не превышала 16 градусов. Каждый день начинал с холодного душа или ванны. Почему? Екатерина помнит, как ее сына Павла Елизавета забрала, постоянно его кутала, он сам спал под 6 шубами, в комнате была духота, он вырос ужасно болезненным ребенком. А для Александра, например, шили детскую одежду, похожую на современный комбинезон, что для 18-го столетия, когда маленьких детей одевали как взрослых, было, в общем, довольно прогрессивно. Ну, давайте про учебу чуть-чуть, прежде чем мы перейдем к описанию учителей Александра. Вот цитата опять Ключевского. Он, то есть Александр, знал изящную грязь бабушкиного салона. Он знал неопрятную грязь отцовой казармы. Но его не познакомили с той здоровой, житейской грязью, пачкаться в которой сам Господь благословил человека, сказав ему: в поте лица твоего снеси хлеб твой. Ну, то есть буквально Ключевский что нам хочет сказать? Что для реальной жизни Александр, в общем, готов был мало. Ну, здесь я не то чтобы хочу возразить Ключевскому, так чуть-чуть я оппонирую ему. Ну, а кто из элит был вообще готов к реальной жизни? Что, их там возили в народ, что ли, показывать, что вот так вот проживают простые люди? Конечно же, воспитание происходило между великосветскими салонами, учителями и казармами. Я бы сказал про спартанский дух. Вот еще один интересный момент. Александр с детства приучен был следовать русской национальной кухне. И уже став императором, уже когда французские повара будут приезжать в Россию, он до конца жизни больше всего любил ботвинью и простоквашу. При этом, по словам, опять же, Ключевского, вот при всем этом русском духе, на русском языке на серьезные темы долго поддерживать разговор Александр I не мог, потому что не очень хорошо языком этим владел. Вот еще один забавный факт воспитания. Ну, из выпусков про Екатерину Великую вы, в принципе, понимаете, что творилось при дворе Екатерины, особенно в поздний период царствования. В общем, скажем так, мораль была невысока. Вот интересно, что вспоминает воспитатель Александра и Константина, их учитель по математике, Шарль Массон. Значит, вспоминает он, что стареющая Екатерина, видевшая крайне вольные нравы, что царили при ее дворе и при королевских дворах в Европе, особенно настаивала на том, чтобы внуки ее пребывали в совершенном неведении о тайнах любви. И это все продолжается до тех пор, пока подростки не выходят на улицу и случайно не видят случку собак. Ну и после этого, конечно, великим князьям пришлось рассказать, как женщины с мужчинами-то управляются. Императрице об этом ничего не рассказали, потому что, узная она о случайном просвещении внуков на сексуальную тему, она пришла бы в ярость. Значит, 2 учителя Александра. Вот еще один важный момент. Это огромное влияние на формирование характера и убеждений. 2 человека. Значит, первый – воспитатель, швейцарец Фредерик Лагар. Лагар был убежденным республиканцем, сторонником идей просвещения, французской революции. Естественно, все эти убеждения он внушил Александру, который, значит, естественно, как любой молодой человек, все эти убеждения принял. Мы потом поговорим о том, как он признавался Черторийскому, что это все самодержавие, это ужасные вещи, вообще какой кошмар, что надо освобождать народ и так далее. Ум и здравый смысл Лагар, пописала Екатерина II, очаровали всех. И вот всю жизнь Александр I сохранял глубокое уважение к своему учителю. Он советовал с ним по многим вопросам. Когда французская революция началась, Лагар уехал из России, стал одним из лидеров Швейцарской республики, а затем отошел от дел и жил в Лозанне, занимался наукой.
Таким образом, вот Лагарб сделал из Александра сторонника республики. Ну, разумеется, не народной, а аристократической, как в Древнем Риме. Александр, в общем, оставался человеком своего времени. С одной стороны, разговоры про демократию и просвещение, а с другой стороны, потом все это трансформируется в то, что, народ-то не готов у нас, надо медленно его совершенствовать, нравы у него такие, что, в общем, прежде чем к социальному прогрессу прийти, людей надо обучить. Мы это при бабке его, при Екатерине же проходили, что так не готовы у нас люди. Вот рано крепостное право отменять, потому что черт знает, что они с этим сделают. То есть, с одной стороны, Александр готов к конституционным порядкам, изменениям, а с другой стороны, вот он очень осторожно туда хочет двигаться. Друзья, я держу в руках новый номер журнала «Чтиво». Мы посвятили его рекордам и начали с простого вопроса. А почему вообще нам хочется быть быстрее, выше и лучше остальных? На протяжении всей истории люди состязались друг с другом. Началось все с попытки выяснить, кто быстрее бегает, а дошло до чемпионата по поеданию хот-догов на скорость или соревнований в покорении космоса. Компании стараются продать больше, чем конкуренты. Блогеры бьются за количество подписчиков. Музыканты хвастают местами в хит-парадах. Писатели тиражами. Рекорды бывают очень разными. И мы постарались не обойти вниманием ни одну из этих областей. На обложке номера, пожалуй, главный рекордсмен этого года Александр Овечкин. Он стал лучшим снайпером в истории НХЛ в регулярных чемпионатах. Мы посвятили ему большой материал с комментариями тех, кто встречался ему на профессиональном пути. От Вячеслава Фетисова до Владислава Третьяка, который написал нам колонн. Еще я записал большое интервью с Александром Бубликом. Мы поговорили о том, как простой парень из Гатчины смог стать одним из самых заметных теннисистов мира. Глобально этот номер – разговор о том, как рекорды двигают вперед экономику, культуру и общество в целом. И о том вообще, на что люди готовы ради того, чтобы вписать свое имя в историю. Номер доступен для предзаказа по ссылке в описании. Павел I, отец его, передал сыну любовь к военному делу. Благодаря примеру отца Александр считал себя как правителя империи, носителя высокого долга такой солдатской службы. Тоже понимаем, откуда идет. Это все идет из Пруссии, да, тот Фридрих еще не великий, а отец, король-солдат. Тоже понятная совершенно мораль. Как генерал посвящает себя армии, император живет для того, чтобы его, государство росло и процветало. В юности Александр проходит все ступени военной службы в Гатчинской гвардии Павла. Понятно, что по ускоренной программе, щадящей, но тем не менее от унтер-офицера до подполковника. Когда Павел I становится императором, Александр пожалован полковником лейб-гвардии, и стал он шефом 2-го полка гвардии Семеновского. Семеновский полк – это высокая честь, потому что шефом 1-го Преображенского полка был сам император. С тех пор Александр всю жизнь носит мундир семеновцев и очень гордится тем, что служил в рядах этого прославленного полка, который создан еще, в общем, Петром I. Любовь к армии привела к тому, что в Александровское время начался период увлечения эффектной военной формой, эффектными парадами. Такой порядок полностью соответствовал вот этим идеям просвещенного абсолютизма. Император во главе войска, который подчиняется его командам, то есть такое зримое воплощение идеала абсолютной монархии, где каждый человек – это деталь вот этого механизма государства, который приводится в движение по воле монарха. Вот такой вот, мир. И это не тоже какая-то специальная российская история. Конечно, нет. Любой абсолютный монарх и император Священной Римской империи, прусский король, они приблизительно так же рассуждали. Александр получил отличное образование. Ключевский пишет, что с русским было плоховато, но тем не менее он свободно говорит на 3 современных языках – французском, немецком и английском. Он читал 2 мертвых языка – древнегреческий и латынь. Он хорошо разбирается в точных науках – физика, математика, он знает историю, литературу, право, изучает географию, биологию, астрономию. Дальше военная часть образования – тактика, стратегия, военная история, фортификация и баллистика. Самое важное, потому что артиллерийский век начинается. В общем, дипломатические умения, которые потом Александр покажет, стали результатом того,
что с раннего детства Александр вынужден был жить 2-3 жизнями. Он лавирует между двором бабки, стремясь понравиться ей и сохранить ее расположение, и двором своего отца, великого князя Павла, будущего императора, который с бабкой, то есть с матерью своей, они находятся в жесткой оппозиции. И вот между ними Александр. Отсюда все поздние обвинения на Венском конгрессе, да еще на Тильзите будут говорить, но это византиец, ему нельзя верить, он постоянно, значит, здесь говорит одно, этим говорит другое, у него он такой двуликий Янус, но очевидно, что Александр умело научился скрывать свои эмоции, свои мысли, был неизменно вежлив, старался всем сразу понравиться, чтобы не наживать лишних врагов. Естественно, это талант, которому он вынужден был научиться, сделал из него тонкого переговорщика и дипломата. Даже люди, которые близко знали будущего императора, называли его тем самым Северным Сфинксом. То есть человек, по лицу которого ты ничего не разгадаешь, что у него на самом деле на душе. Очевидно, что такие навыки ему помогли, когда он стал правителем, он мог виртуозно манипулировать людьми. Пытался разгадывать их тайные, значит, мотивы, превращать свои идеи как бы в идеи других людей. То есть, такой классический управленческий менеджмент. В 1792 году в 15 лет Александр познакомился со своей будущей супругой, принцессой Луизой Баденской, которой был на тот момент 13 лет. Для внука выбрала невесту, естественно, бабка Екатерина II, которая считала брак наследника очень важным делом. И она не должна это важное дело без своего внимания оставлять. Значит, Баденское маркграфство – это маленькое и бедное немецкое княжество, которое полностью зависело от России. При Екатерине II вообще Россия активно вмешивается в дела Германии, в дела германских княжеств. Никакой Германии пока тогда еще нет. И вот императрица уверена, что принцесса хорошая, родня ее будет вести себя скромно, в русские дела лезть не станет, а еще что мы им? Действительно, невеста юна, хороша собой, она очень понравилась Александру. Ну и что, тянуть времени не стали, и уже в сентябре следующего года состоялась свадьба. По русскому обычаю невеста приняла православие и стала великой княгиней Елизаветой. Здесь я сделаю отступление, я этого, честно говоря, вот я пытаюсь в этом разобраться, пока не дошел, почему так получалось. Постоянно немок тащили в русский, значит, монарший дом Романовы. И ладно бы это были какие-то династические браки с наследницами серьезных каких-то стран, да, или серьезных каких-то больших территорий. Но нет же, это маркграфство какое-то бедное. Но, тем не менее, вот, если русские цари все как-то на Руси жен себе выбирали, то Романовы устремляли свои взгляды на Запад. И, значит, дальше начинается, немка приезжает и становится, значит, принимает православие, вот становится, значит, ее именуют по-русски, она стала Елизаветой. Спешка эта вся свадебная была вызвана уже известным нам стремлением Екатерины II уберечь Александра I от пороков. Но это тоже, конечно, такая наивная вещь, потому что, как можно подростка 15-летнего уберечь от пороков? Совершенно очевидно, что он думает только о женщинах в этот момент. И как бы, что ему не рассказываю, про какие случки собак, что ж, совершенно понимаем, мы с вами взрослые люди. История. Значит, за год до свадьбы воспитатель великого князя Александр Протасов доносит императрице, что у его подопечного замечаются сильные физические желания как в разговорах, так и по сонным грезам, которые умножаются по мере частых бесед с хорошенькими женщинами. Екатерина срочно приказывает молодой фрейлине Екатерине Тарсуковой научить внука искусству любви. А после этого срочно говорит, так, искусство любви научили, тогда ведь быстро женим его. Вот в этом месте мне хочется сделать такое вот отступление, размышление. Значит, Екатерина Великая, одна из моих вообще любимых государственных деятелей, которая сделала потрясающие реформы, которая, в общем, в Россию ввела в век благоденствия. Давайте так чуть-чуть, знаете, поговорим о морали и лицемерии. Мы же все с вами понимаем, что творилось при дворе Екатерины, как вела себя сама Екатерина после безумной любви с Потемкиным. Она просто меняла фаворитов как перчатки, когда женский век начал ее укорачиваться. Но вот внук научили искусству любить, сразу, значит, пусть женится. Не надо нам вот этого всего. Как это либо лицемерие, либо желание выдавать за действительность то, что не происходит на самом деле. Потому что есть физиология, она управляет процессом. Вот Екатерина Великая, которая победила Османскую империю, думала, наверное, что и физиологию собственного внука тоже она победит.
Возвращаясь к личности Александра I. Понятно, что он наследник престола великой державы. Он мужчина, который отличается изящными манерами, тонким вкусом. И, в общем, он очень красивый. Современники считали Александра воплощением идеала мужской красоты. Высокий, атлетичного телосложения, с правильными чертами лица, блондин. В общем, такой прям, буквально ангел во плоти. Его портила небольшая близорукость. Носить очки тогда было не принято среди аристократии, но, с другой стороны, а кто бы из нас вообще полюбил бы носить очки? И еще легкая глухота, заработанная в юности от грома пушек во время артиллерийских учений. Есть такое определение — Александровский стиль. Откуда это взялось? Наполеон и его египетские походы стали основой для появления большого общеевропейского стиля, который называется ампир. В России в начале 19 века формируется русский или Александровский ампир. Он представлял собой доведенный до абсолюта классицизм, максимально торжественный, наполненный идеями имперского величия и военных побед. Ориентация в эстетических образах – античность, которая смещается с Древней Греции на Римскую империю. Белый цвет в декоре уступает место золоту, широко используются темно-красный, темно-синий, темно-зеленый. Кроме белого лаконичного мрамора в декоре начинают широко использовать черный, цветной мрамор, пурпурный, порфир, гранит, лазурит, малахит. Все, что вы в Санкт-Петербурге видите, вот так начинался Александровский ампир. В ювелирном искусстве камеи, которые создавали подражание античности, или диадемы, женские. Если характерной особенностью ампира были эти широкие, заимствованные из древнеегипетской стилистики, то в Александровском ампире это все почти не применялось. Русский ампир более мягкий, более интимный, при этом он оставался, конечно же, торжественным и парадным стилем, который использовался в декоре императорского дворца, усадеб русской аристократии. Самые значимые сооружения в стиле ампир в России: Александринский театр, здание Генштаба, Михайловский дворец, Казанский собор, Александровская колонна. Все, конечно, в городе-герое Санкт-Петербурге. При Александре I Россия переживает настоящую революцию в моде. Вместо кафтанов, камзолок, треуголок 18 столетия в моду входит фрак, двухугольные шляпы, цилиндры. У женщин вот эти старинные платья с кринолином уступают место платьям в античном стиле, которые скорее напоминают греческие хитоны. Если прежние платья скрывают форму тела, только грудь женская подчеркивается, то платье в стиле ампир демонстрирует все достоинства фигуры женской окружающей публике. Часто эти платья делались из очень легкой полупрозрачной ткани, и вообще по меркам блюстителей заветов екатерининской старины считались верхом безнравственности. Наконец перестали носить парики, сложные прически. Вместо них в обход вошли простые прически в античном стиле. Если вы посмотрите портретные галереи, вы увидите, потому что я удивлялся очень этому, как произошло. Смотришь екатерининских вельмож, там все мужики такие, значит, с волосами длинными даже в старости, убеленные сединами. Смотришь, 19 все лысые, значит, какие-то уже залысины, бакенбарды. Просто парики сняли. Женская обувь упростилась. Туфли стали напоминать современные балетки. В армии перемены в форме. Немецкие кафтаны и треуголки сменили мундиры фрачного покроя, каски и кивера. Внешность солдата, и уж тем более офицера Александровской эпохи, отличалась особой красочностью и декоративностью. Не случайно в наши дни историческая реконструкция именно армии начала 19 века является одним из самых распространенных увлечений. Я даже помню, что солдатики, когда у меня были, все солдатики вот той поры наполеоновских войн, они супер красивые, супер такие декоративные. Дальше понятно, после того, как русская армия завершит войны с Наполеоном, оказывается, что Европа начинает подражать и облику русской армии. То есть Пруссия, например, заимствует русскую форму, вот это вот как на картинке, чуть ли не полностью. Если сравнить изображение русского и прусского солдата того времени, то, в общем, легко заметить, что они отличаются только цветом мундира, и какими-то мелкими деталями униформы. Дело дошло до того, что в 1813 году в составе прусской гвардии даже был сформирован
казачий эскадрон, который был обмундирован и вооружен по русскому образцу. При Александре начинается подъем интереса к русскому национальному костюму. Это случилось в 1812 году, когда, значит, вторжение Наполеона началось в Россию, и почти все дворянство или облачилось в военный мундир, или ушло в ополчение. И вот эти кафтаны и шапки ополченцев, помним знаменитый облик Дениса Давыдова, сделанные в русском стиле, стали таким настоящим модным символом русского патриотизма. Про еду я уже сказал. Александр весьма неприхотлив в еде, и, в общем, он довольствовался самой скромной пищей. Вместе с этим понятно, что он был ценителем высокой кухни, потому что все-таки это императорская семья, изысканные блюда любил, но излишеств в еде он себе не позволял. Что можно сделать вывод, это очень просто. Посмотреть на портрет Александра. Он в отличной форме был до самой смерти. Никакого вот этого оплывшего, ничего. Он очень поджарого такого телосложения. Из роскоши он признавал свежие фрукты. Особенно любил землянику. Свежие фрукты, надо сказать, что были круглый год, потому что выращивались они в тот момент в оранжереях Царского Села, которые были устроены по самым современным технологиям того времени. Обогрев, чтобы теплолюбивые растения там не чахли. Александр I любил черную икру, тогда она, конечно, не была таким деликатесом, как сейчас. Но, тем не менее, ежедневное меню императорское, мы знаем и об этом от современников, было очень простым. Он встает рано, в 6 часов, завтракает чаем со сливками, ест гренки из белого хлеба, затем придворный парикмахер его бреет, укладывает его в волосы, после чего Александр I одевается и идет на пешую прогулку. Причем он идет, там, это не то, что он там 136 тысяч охранников, он идет 2 часа гуляет. То есть императора можно было видеть в городе. В 10 часов он возвращается, завтракает еще раз, ягоды, фрукты, потом 6 часов работы, после которых в 16 часов он обедает легким бульоном, ест птицу или какое-нибудь там нежирное мясо. Вечером император снова совершает прогулку, только на этот раз конную. В 21:00 чай с медом, в 23 перед сном стакан простокваши или чернослив и баиньки. Ну, то есть, фактически он живет-то как ЗОЖ-блогер, да? Прям такая супер диета. С именем Александра I часто связывают появление знаменитого блюда русской кухни пожарских котлет. На самом деле, это, конечно, миф, который возник позднее. В александровские времена они совершенно по другому рецепту готовились, совершенно не похожему на современный. После Венского конгресса Александр приглашает в Питер Мари Антуана Карема. Это великий французский повар, который был потрясающий десерт-мастер, который был потрясающий, он придумывал совершенно потрясающие блюда. Вот он приезжает в Россию, работает в Санкт-Петербурге, ни одного блюда он императору так не приготовил. Более того, там начались какие-то локальные конфликты, кухня его считалась очень сложной, и он Россию где-то через год покидает. И увозит из России так называемый русский сервис, потому что по французскому этикету все блюда скопом надо было подавать на стол, а по русскому по одному. И вот после этого этикет европейский, французский, во всяком случае, начинает меняться. Но мы упомянули, что Александр женился. Женился по любви. Но семейная жизнь его, конечно, была несчастливой. Любовь к жене быстро сменилась холодом, а затем вообще безразличием. Наверное, супруги были молоды, к семейной жизни еще не готовы, может, темпераментами они не сходились. Факт остается фактом, супруги друг другу охладели. Александру нравились женщины энергичные, более живые, более яркие, чем его супруга. Он вскоре после свадьбы рассказывает Протасову, своему воспитателю, что жена у него сексуальных чувств не вызывает. На что Протасов ответил, что для супружества более важно уважение друг к другу, нежели телесное влечение. Ну, то есть, понимаете, да, индульгенцию ему сразу подписал. Ну, если у тебя с женой ты не это, ну, как бы, у нас, смотри, сколько красивых женщин. А главное, жену надо уважать. Вот это тоже, да, совершенно понятная лицемерная мораль. Александра влекут шумные вечера с друзьями, возлияния, интриги с женщинами, очень похожими на те, что описал Лев Толстой в своем романе «Война и мир». Увлекаясь другими женщинами, а их у Александра было множество, он, в общем-то, предоставил полную свободу своей супруге. И дальше злые языки говорят, что в соответствии с обычаями той эпохи она этим охотно пользовалась. Первая дочь, по слухам, Мария, рождена в 1799 году от князя Адама Черторийского, которого Александр, опять же, по слухам, чуть ли не сам толкнул в постель к своей скучающей жене, пока он, значит, там с фрейлинами упражнялся. Рассказывают, например,
что на церемонии крещения дочери отец Павел I спросил у графини Шарлотты фон Ливен: «Сударыня, а как так возможно, чтобы у блондина, моего сына, и блондинки, его жены, родился темненький младенец?» На что графиня ответила: «Государь, Господь всемогущ». Впрочем, Александр признал дочь, которая до 2 лет, к сожалению, не дожила. Павел I, чтобы не вызывать лишних слухов, Черторийского выслал за границу. Но Черторийский потом вернется и станет членом важного очень института, негласного комитета, о котором мы с вами потом поговорим. В 1803 году, опять же по слухам, любовником Елизаветы стал красавец-кавалергард Алексей Охотников. Дочь их родилась в 1806 году и была названа Елизаветой. Она тоже была признана законно рожденной и тоже умерла во младенчестве. Незадолго до рождения дочери Охотников внезапно скончался. В петербургском свете злые языки говорили, что он погиб от заражения крови. Почему? Ему рану нанес убийца, которого послал великий князь Константин Павлович. Младший брат Александра хотел эту историю с изменой супруги императора и беременностью замять. Впрочем, некоторые историки полагают, что это все ерунда, и умер Охотников просто от обострения какой-то болезни, например, туберкулеза, которым страдал в конце своей жизни. После смерти возлюбленного Елизавета мужу в неверности признается, опять же по слухам. Император обрадовался, что родилась девочка, потому что проблем не будет с наследованием престола, и, в общем, супругу простил. Надо сказать, что теплые отношения между Александром и Елизаветой восстановились лишь в последний год его жизни. Уже не молодые супруги, увлечения молодости забыты, они очень охотно проводят время вместе, и придворные даже шутили, что, смотрите, они как новобрачные себя ведут. Но счастье это продолжалось недолго. Внезапно умирает император, и императрица тоже теряет интерес к жизни и переживает мужа всего на 5 месяцев. Ну, очевидно, что Александр красивый мужчина, наследник престола, потом император. С юности он объект женского внимания. Ему, в общем, не было даже нужды красавиц обольщать. Очевидно, что сами бросались в постель к этому петербургскому Амуру. Император увлекался десятками женщин, некоторые из которых становились его любовницами. Ну, нам наиболее известны несколько имен. Софья Всеволожская, избранница Александра вскоре после его свадьбы. В 1796 году внебрачного сына она ему рожает, Николая Лукаша, в будущем генерала русской армии. Мария Нарышкина 15 лет находится в связи с императором. Она стала матерью 5 его дочерей. Все они умирали вскоре после рождения. Тоже, кстати, факт биографии, да, интересный. Все, кроме Софии, которая прожила 19 лет, но всю жизнь она отличалась слабым здоровьем. То есть император, видимо, передал свои слабые гены потомству. В 1813-м Мария с Александром расстается, потому что светские сплетни достигают апогея. Высшее общество ее осуждает, обвиняет ее в злоупотреблении своим влиянием на императора, на какие-то коррупционные истории, на продвижение своих людей и так далее. В канун наполеоновских войн любовницами императора становятся 2 французские актрисы. Одна из них Маргарита Веймер, она была также любовницей Наполеона. Вторая Мари Бургуан, а также фрейлина Ульрика Мёллерсвярд, которая происходила из знатного шведского рода. Дальше, после Нарышкиной, внимание Александра ненадолго захватила молодая Софья Вильо. Это такая юная португальская баронесса. В 13 году, опять же по слухам, победитель Наполеона покорил его бывшую жену Жозефину Багарне. Впрочем, связь эта продолжалась совсем недолго, и была ли она, мы, конечно, не узнаем. Затем последовала фрейлина Варвара Туркестанова. Когда в 1819 году она родила дочь Марию, это вызвало скандал такого уровня. Варвара занимала придворную должность, но была не замужем. Скандал был такой, что молодая женщина приняла яд и скончалась. Но самая скандальная связь, опять же, по слухам, была ли она, мы не знаем, это связь Александра с его младшей сестрой, великой княгиней Екатериной. Историки до сих пор спорят, у них там вообще грань приличий-то была, или они все-таки в кровосмесительные отношения вступили, потому что он такое писал в письмах к сестре, ну, как бы фразы были абсолютно двусмысленные, а обычно такие любовницам пишут. Вот, например, цитаты: «Я безумно люблю вас. Я радуюсь, как одержимый, когда вижу вас. Примчавшись к вам, как безумный, я надеюсь насладиться отдыхом
в ваших нежных объятиях. Екатерина была настолько близка Александру, что даже сопровождала его на Венский конгресс, сопровождала его в других заграничных поездках. И расстаются они после того, как в 1816 году великая княгиня выходит замуж за короля Вюртемберга и уезжает в Штутгарт, где внезапно умирает в 1819 году. Павла I убивают, и вот Александр на троне. Новый император не мог наказать убийц своего отца. Он продолжает заниматься тем, чему он обучен. Лавировал между придворными партиями, ослаблял противников, приобретал сторонников. Он делает ряд важных заявлений, как сейчас бы сказали. Но прежде всего, Россия ни с кем ссориться не собирается и воевать ни с кем не собирается. Мирные переговоры с Францией, которые начал Павел I, были продолжены. Одновременно Россия нормализует отношения с Великобританией, с Австрией, которые были испорчены в результате интриг, закончившихся отступлением из Италии армии Суворова в 1799 году. Политика мира – основная внешнеполитическая доктрина России в первые годы царствования Александра I. В 801 он пишет послу в Париже, графу Аркадию Моркову: «Интересы моей империи склоняют меня к тому, чтобы желать прочного союза с Венским, Лондонским и Берлинским дворами». Император считает, что стране выгодно сначала завершить преобразование, которое он задумал, и только после этого вмешиваться, заниматься какими-то там международными делами. В итоге с Англией подписан мирный договор. В ходе переговоров русским удалось довольно искусно уклониться от требования англичан вступить в войну с Наполеоном. Значит, в Париж тайно передали информацию, что Россию полностью устраивает сложившаяся в Европе геополитическая ситуация. И Санкт-Петербург готов вообще закрыть глаза на любые действия Франции, если статус-кво в Европе не будет нарушен. Франция, в свою очередь, не должна была занимать земли на правом берегу Рейна, так как Российская империя еще аж со времен Екатерины II эти земли рассматривает, там мелкие немецкие княжества, как своих вассалов и гарантию своей безопасности. Ну, такой вот, значит, пояс. Вместе с тем Александр приказывает послу в Лондоне, графу Воронцову, организовать тайный слив об этих русско-французских переговорах. То есть опять типичная двойная игра Александра I. Александр I отправился в Германию. Там он встретился с королем Пруссии Фридрихом Вильгельмом III. Затем он приезжает на общегерманский сейм в Ратисбон, где от имени немецких князей ведет переговоры с французской делегацией, отстаивая интересы этих самых германских княжеств. Немцы в ответ провозгласили Александра своим спасителем. Ну, понятно, что это декорационное провозглашение, но тем не менее, с Пруссией было заключено тайное соглашение. Эта страна принимала лидерство России в сфере внешней политики и их общего военного союза. Ну, очевидно, что Александр I хорошо понимает, что в стране есть сторонники реформ, их немного, и императору будет сложно опереться на старый еще Павловский, Екатерининский государственный аппарат, который никаких перемен, конечно, не хочет. И вот создается негласный комитет, в который кто входит? В первую очередь друзья юности Александра I. Кто это такие? Почему они туда вошли? Ну, в первую очередь, понятно, что это друзья юности Александра, они все практически одногодки, за одним исключением. Значит, граф Строганов 1774 года рождения, сам Александр I 1777 года рождения. Ему Александр, в частности, в юности открылся как поклонник идей просвещения и республики, и вообще как поклонник французской революции. После деятельности в негласном комитете остался в армии, принимал участие в наполеоновских войнах. Вместе со своим сыном. Сына потерял в битве при Краоне. Сыну было 19 лет, ему оторвало голову ядром. Ну и потом, соответственно, Строганов уже вернулся в Россию и там умер тихо. Граф Кочубей 1768 года рождения, племянник того самого Безбородка, который, не знаю, как будет при вас, а при нас ни одна пушка в Европе не стреляла. Он сделал очень важную вещь. Он в 1806 году открыл Александру Спиранского. Мы дальше еще поговорим об этом удивительном реформаторе. Кочубей будет то приближен, то отдален от императора. В частности, когда Тильзитский мир с Наполеоном будет подписан, Кочубей будет считать это полным провалом внешней политики. Когда начнется война,
Кочубей содействует назначению Кутузова руководством армии. Ну, еще одно важное, знаменитые балы Кочубеев в его петербургском дворце. Там впервые Глинка поет в 1827 году. Он очень долго прожил, пережил аж самого Александра I. Князь Черторийский, 70-го года рождения, министр внутренних дел. Ключевский пишет, что и ему Александр в юности скажет, что всю эту систему надо менять, все это самодержавие надо ограничивать, надо народу давать свободу, это не народ крестьянам, в смысле, надо конституцию делать. Вы сможете себе представить? Будущий император такие вещи говорил. Черторийский противостоял с Кочубеем, он подталкивал к войне с Наполеоном, потом уехал в 1830 году и был председателем Временного правительства Польши, после того, как Польша уже отошла полностью Российской империи. Там он, кстати, начал вести полностью антироссийскую политику. И, в общем, таким лидером было антироссийского движения в Польше. Граф Новосильцев, 61 года рождения, один из ближайших сподвижников Александра I. Он с 1806 года член Российской академии, с 1803 товарищ министр юстиции, руководитель комиссии составления законов. Избран почетным членом Вольного общества любителей словесности, наук и художеств. Вообще такой человек, который покровительствовал образованию, наукам в России. Состоял в масонской ложе «Соединенные друзья», не без этого, масонские ложи еще действовали. В честь Новосильцева Крузенштерн во время своей экспедиции открыл мыс, который у японцев называется мыс Камои, а у нас называется мыс Новосильцева. Собственно, чем Новосильцев нам важен? В 1820 году он разработал первый проект Российской Конституции, а в 1821 году он написал первый проект отмены крепостного права. Ну, такие либеральные, в общем же, да, реформы. И дальше вот как интересно судьба распоряжается. Значит, его поставили в 1830 году управлять Польшей, где председатель Временного правительства его коллега, бывший по негласному комитету князь Черторийский. И вот они, бывшие коллеги, встречаются. Черторийский абсолютно, в общем, они на одних позициях приблизительно стояли, когда были младореформаторами, и сейчас Черторийский абсолютный враг Российской империи, а Новосильцев управляет Польшей и восстание 1830 года подавляет с невероятной жестокостью. Вот тогда причудливо тасуются колоды, как Булгаков бы написал. Комитет этот просуществовал чуть более 2 лет. Сначала заседания были каждое утро, яростные споры о том, как реформировать Россию, что надо сделать в первую очередь, с чем подождать. Александр в шутку называет этот комитет Комитет общественного спасения. Это что за шутка такая? Это такая апелляция к органу революционной власти во Франции. Да, такие шутейки шутят. Самодержец и его друзья. Вот, буквально такие робеспьерские шутки. Ну, какие основные вопросы рассматривал комитет? Это проект реформы Сената, введение системы министерств, облегчение положения крестьян. Спорили о таком проекте, как всемилостивейшая жалованная грамота. Она даровала всем сословиям России основные права и свободы. Слова, веры и печати. Супер же современные вещи. Утверждались права обвиняемых, право на защиту в суде. Обвиняемый не считался преступником до вынесения решения суда. Но, тем не менее, все эти радикальные акты были сочтены несвоевременными. И уже в 1801 году были отменены ограничения на исповедание иных религий, кроме православия, и установлено свободное право выезжать в Россию, покидать ее границы. Значит, комитет этот был упразднен. Ну, давайте поразмышляем, почему он всего год-то просуществовал. У меня есть 3 версии. Одна моя и Ключевского. Значит, первая версия, что в какой-то момент участники комитета, он же там будет собираться сначала каждое утро, потом 2 раза в неделю, потом 2 раза в месяц, потом раз в 2 месяца. Я думаю, что сначала, одна версия, участники подумали, что, конечно, ничего таким составом поменять нельзя, и у них сил просто не хватит на это. Вторая версия, что решили, что такие преобразования, наверное, рановато принимать в стране. А третья версия, самая простая, которую со мной, в общем, и Ключевский разделяет. Начальство устало. Ну, вы же сами работаете в компаниях. Вы понимаете, что начальство, оно хорошие же новости хочет, да? А если каждый вторник вы собираете и говорите:
Ну, надо вот здесь реформу сделать, здесь опять воруют, здесь дебилы, здесь необученные. Ну, сколько можно? Ну, как же неделю я буду слушать вот это? Ну, это все тяжело же, очень грустно, неприятно. Поэтому я думаю, что государь-император просто в какой-то момент устал от этого. Дальше все это было преобразовано в непременный совет в составе 12 представителей, назначаемых по выбору императора. Совет этот стал законосовещательным органом, который получил довольно обширные полномочия. Он, например, обсуждал проекты законов, он мог опротестовать указы, мог опротестовать даже решение императора. Вряд ли он бы на это покусился, но тем не менее, это был первый в истории России орган, который ограничивал абсолютную власть монарха. Сенаторам было разрешено делать доклады императору, если они обнаружат ошибки в любых действующих законах. То есть фактически Сенату давались права современного конституционного суда. Но это, в общем, суперреформа того времени. Дальше министерские реформы. 1802 год. Все существовавшие ранее коллегии, учрежденные еще Петром I, были включены в состав министерств. Теперь на Руси министерства. Военное, иностранных дел, морское, финансов, внутренних дел, юстиции, коммерции, просвещения. Была установлена четкая организационная структура министерств. Они разделялись на департаменты, отделения и столы. Во главе каждого министерства назначался императором министр. Министр это единолично принимал решения по управлению подчиненной ему структуры. И также единолично отвечал за результаты или за неудачи. В целом это позволило сделать исполнительную власть более эффективной, потому что очевидно, что единоначалие обеспечивает быстрое прохождение решений, что главное для бюрократии. А ответственность их ложится на министра, вместо того, как было раньше, когда за принятое решение отвечало собрание коллегии, то есть, по сути, никто. В 1803 году было принято положение об устройстве учебных заведений. Россию разделили на 6 учебных округов. В каждом округе должен был быть свой университет, который, соответственно, становился главным образовательным учреждением округа. И этот университет отвечал за подготовку и назначение учительских кадров. Значит, были основаны таким образом университеты в Юрьеве, Дербт, в Вильно, в Харькове и в Казани. Университетский устав гарантировал учебным заведениям вообще невиданные ранее свободы. Выборность ректора, профессуры выборность, собственный суд, невмешательство властей в дела образования. В 1804 году для подготовки учителей открывается педагогический институт в Санкт-Петербурге. Во главе учебного округа попечитель, его деятельность контролирует ученый совет университета. В каждом губернском городе создается гимназия. Образование, полученное в гимназии, позволяет выпускнику поступать в университет. То есть тоже очень прогрессивная реформа. В каждом городе уездном создаются уездные училища. Там трехлетняя программа обучения, которая дает базовое начальное образование. Грамотность и основы счета их преподают на бесплатных годичных приходских училищах, которые создаются при крупных церковных приходах. То есть фактически о чем мы говорим? Образование стало доступно всем сословиям, а не только дворянству и священнослужителям. Новые образовательные учреждения, лицеи. Что это такое? Это закрытые, привилегированные учебные заведения. Вот мы сейчас говорим о закрытых лондонских школах. Вот это же то же самое. Там программа, совмещающая гимназическую и университетскую. Лицеи, знаменитый Царскосельский лицей. Кроме этого, Ярославский, Одесский, лицей в Нежине. Качество полученного образования влияет на получаемый чин на государственной службе. То есть, по окончании гимназии чин этот ниже, чем по окончании университета или лицея. И все зависит от успеваемости. В 1804 году принимается новый устав о цензуре, который разрешил свободно заниматься литературной деятельностью. Что это такое? Можно издавать периодические издания, можно печатать книги. В 1809 году устанавливается связь между карьерным ростом и уровнем образования. Для получения нового чина теперь требовалось не только выслуга лет, что ты там 10 лет пахал на этой должности, но и наличие университетского образования. Или, например, прохождение экзаменов по университетской программе. Крестьянская реформа. Очевидно, что идут эти разговоры со времен Екатерины об отмене крепостной зависимости. И вот появляется новый указ,
который называется «Указ о вольных хлебопашцах». Это указ 1803 года, который описывает правовой порядок выкупа крестьян из крепостного состояния. Была запрещена продажа и публикация объявления о продаже крепостных. Было отменено право помещиков ссылать своих крестьян в Сибирь. В 1809 году было определено, что крепостной, который становится солдатом или возвращается из плена, немедленно получает личную свободу. Подтверждается обязанность помещиков оказывать помощь своим крестьянам в случае неурожая. За плохое хозяйствование имение могло быть отобрано у помещика и передано под государственное управление. Потом наполеоновские войны, Александр возвращается к мыслям об освобождении крестьян. По его приказу будет разработано несколько проектов, которые отличаются условиями освобождения. В выпуске про крепостное право я об этом подробно рассказывал. Что важно? Все эти реформы, о которых я рассказываю, они же суперлиберальные, и они порождают еще большее ожидание в элитах. Смотрите, уже в университетах двинулись, в цензуре двинулись, в министерствах двинулись. Все, вот еще чуть-чуть и Конституция будет. То есть до войны с Наполеоном по нарастающей идут эти ожидания. Чтобы закончить крестьянскую тему, освобождение крестьян же было протестировано в ходе крестьянской реформы в Остзейских землях, то есть в Прибалтике. Местное дворянство просило императора дать крестьянам свободу. Крестьяне свободу там получили личную, но вся земля осталась в собственности помещиков. То есть эта реформа в разы ухудшила положение крестьян. Провальная реформа. Поняли, что так, давайте лучше вообще никак, чем освобождать по принципу Остзейского варианта. В 1803 году Александр негласный комитет распускает. И фактически все реформирование ложится на плечи Спиранского. Спиранский, конечно, совершенно выдающийся деятель. Давайте коротко, потому что выпуск не позволяет рассказать весь его жизненный путь, и, наверное, надо будет отдельный выпуск сделать. Спиранский совершенно нетипичный чиновник для того времени. Он образован, хотя он, в общем, из небогатой семьи, никаких там предпосылок нет для того, чтобы он стал звездой бюрократии. Он образован, он насмотрен, он постоянно ищет новый опыт, он работает как проклятый, непонятно сколько часов он спит. То есть вот такие люди, они, конечно, двигают бюрократию. Что такое бюрократия? Как мне когда-то один чиновник объяснял высокого ранга, к концу рабочего дня, чтобы количество входящих документов соответствовало количеству исходящих. Если у тебя исходящих документов меньше, значит, ты что-то там не провел, какие-то там документы не прошли через тебя, значит, ты не успел ими заняться. Вот он работает так, наверное, Кальбер так работал при Людовике XIV. То есть человек, который прям взбодрил всю эту систему. Александр познакомился со Спиранским довольно каким-то случайным образом. Кочубей заболел и с докладом вместо себя отправил, значит, Спиранского. И Александр был просто шокирован, как четко ему доложили. Вот такая проблема, такие варианты решения. Он говорит, какой интересный, значит, Спиранский. И вот Спиранский начинает заниматься реформой. Он вообще по образованию правовед. И вот в 1808 году началась большая реформа государственного устройства. Проект, предложенный Спиранским, вводил разделение властей на законодательную и исполнительную, и на судебную. Предполагалось создать систему представительных учреждений от уровня волости до уровня империи. При этом депутатов в собрании высшего уровня избирали депутаты низшего уровня. Значит, предлагалось учредить двухпалатный парламент, состоявший из Государственной Думы, куда депутаты выбирались бы, и Государственного Совета, члены которого назначались бы императором. То есть нифига себе для начала 19 века. Ни один закон не мог быть принят без обсуждения в парламенте. Всем подданным, и это супер важно, давались гражданские и политические права. Принадлежность к сословиям определялась не происхождением, а наличием собственности. То есть, приобретая земли, горожанин становился помещиком. Занимаясь ремеслом или торговлей, крестьянин превращался в представителя среднего сословия. План шикарный. Император его одобряет, и поехали реформы. Спиранский приступает к его реализации. План составлен был с необычайной быстротой. Начат был он в конце 808-го, в начале октября 1809-го он уже
лежит на столе императора. Но дальше начинается, во-первых, Александр I все больше и больше втягивается во внешнюю политику, в европейские дела. Все меньше он занимается внутренними делами. Спиранского при дворе ненавидит вся старая элита. Она постоянно наушничает при любой возможности Александру Первому. По общеупотребительной версии, вот начинается большая война с Францией, мы смотрим туда вперед. Какие теперь реформы? Реформы отложены, и, соответственно, учрежден Государственный совет в 1810 году, в который входят высшие чиновники. Председатель Госсовета становится главой правительства. Госсовету было поручено обсуждать проекты этих законов, государственный бюджет, важнейшие вопросы государственного управления. А потом Спиранского обвиняют в проведении политики в интересах Франции. На самом деле просто консерваторы не хотели, чтобы он занимался этими реформами. Не считали они нужными их и своевременными, наушничали царю и сослали Спиранского в Пермь до 1816 года. Тут необходимо рассказать еще и о военных реформах. Первые преобразования в армии были направлены на то, чтобы одновременно увеличить и численность войск, и сократить военные расходы. Это, конечно, совершенно вещи друг с другом не бьются, и об этом весь 19 век мы будем говорить. Значит, число, например, дорогостоящих кирасирских полков было сокращено, а количество пехотных и драгунских полков, наоборот, увеличено. Началось формирование уланских полков, это легкая кавалерия. Обходились они казне дешевле даже, чем гусары. Под руководством инспектора артиллерии графа Алексея Аракчеева, мы еще о нем тоже поговорим, была проведена артиллерийская реформа. Многочисленные образцы орудий были унифицированы. В пешей артиллерии осталось два типа пушек: тяжелые 12-футовые и легкие 6-футовые. В конной артиллерии 6-фунтовые орудия. Были значительно усовершенствованы артиллерийские лафеты, зарядные ящики. Изменилась тактика. На поле боя стали формировать большие артиллерийские батареи. У Наполеона научились этому. На случай войны начали заготавливать значительные запасы пороха и ядер. Начался выход артиллерийского журнала. Там рассматривали теорию и практику боевого применения артиллерии. То есть артиллерия — это, наверное, нынешние ракетные войска. По итогам реформ у России становится одна из самых лучших артиллерий. Наверное, лучшая была у французов. Усовершенствована военно-медицинская служба, ставшая одной из лучших вообще. Расширилась система военных учебных заведений. Это кадетские корпуса, в основном с 4-летним обучением. А в 1802 учреждается элитарный пажеский корпус, который давал превосходное как военное, так и гражданское образование. Для ускоренной подготовки офицеров сформировали дворянский полк, в котором 1 год простыми солдатами служили молодые дворяне. Потом они сдавали экзамены и получали первый офицерский чин. В 1811 и в 1812 вышли новые уставы пехоты и кавалерии, которые учитывали изменения, появившиеся на поле боя за время наполеоновских войн. Я вам уже сказал, что Александр I начал быть все больше и больше вовлечен во внешнюю политику. В 1802 году подписывается мирный договор Франции с Великобританией. И казалось, что все это приведет к установлению, наконец, мира в Европе. Но в 1803 Лондон отказался французам вернуть Мальту и потребовал вывести войска Наполеона из Нидерландов и из Швейцарии. Наполеон отказался, и началась новая война. Французские войска захватили Ганновер. Они заняли Неаполитанское королевство, а основные силы Наполеона буквально начали готовиться к десанту в Англию, просто стояли лагерем на берегу Ла-Манша. И вот собирается 3-я и 4-я коалиция. Весной 1805 года создается союз Великобритании, России и Франции. Узнав об этом, Наполеон отменяет десантную операцию и стремительным маневром ведет войска в Германии, где разбивает австрийские войска под Ульмом, а потом, 2 декабря 1805 года, объединенная армия Австрии и России потерпела жестокое поражение при Аустерлице. Можно сказать, что неудачно был разработан план австрийским штабом,
А можно сказать, что Александр император наш, который пошел в бой, не дождавшись подкрепления. В общем, Австрия подписывает мир с Наполеоном. Русские войска по приказу Александра отступают на восток. Таким образом, Россия находится в состоянии войны с французами. В 1806-м Пруссия объявляет войну Наполеону, Россия поддерживает немцев. Прусаки начинают войну, не дожидаясь подхода русских войск. На деле оказывается, что армия их слабо обучена и совершенно к войне не готова. Наполеон Пруссию громит в сражениях под Йеной и под Ауэрштедом. И дальше французские войска торжественным маршем вступают в Берлин. Александр отступать не собирается. Русская армия входит в Восточную Пруссию, берет под защиту бежавшего короля Фридриха Вильгельма III. Русский генерал Бениксен оказывается в крайне сложной ситуации. Ему потребовалось, имея меньшие силы, остановить наступление Наполеона и фактически спасти Пруссию от катастрофы. Очевидно, что Наполеон собирался это государство уничтожить. И вот начинается кампания зимы 1806-1807 годов. Впервые русские либо сводят в ничью сражение с французами, либо наносят им поражение. Сражение под Черново закончилось ничьей. Затем последовала ничья при Пултуске. Потом победа французов под Гольменом. Конным патрулям удалось перехватить адъютанта, который ввез наполеоновский приказ маршалу Бернадотту. План французов был простой – окружить русскую армию и, собственно, уничтожить ее по частям. Бениксену в руки попадает этот план, и он приказывает отступать в Восточную Пруссию. Там командующий приступил к поиску удобной позиции для генерального сражения. 7 февраля начинается битва, знаменитая под Прейсиш и Элау. Дико кровопролитное сражение. Сначала успех на стороне русских. Наполеона спасает от разгрома и попадания вообще в плен успешная контратака кавалерии маршала Мюрата. Войска обеих сторон понесли такие потери и настолько устали, что сражение иссякло само собой. 15 тысяч потерь русских и прусаков, французы потеряли 25 тысяч. Это огромные потери для того времени. Понятно, что и Бениксен, и Наполеон объявили о своей победе, но французы поставленной задачи не достигли. Русская армия сохранила боеспособность, а французская оказалась обескровлена, и она смогла продолжать боевые действия аж в мае. Дальше русские наносят французам поражение при Гутштате, при Гайзельберге и проигрывают генеральное сражение при Фридлянде. Все это теперь французские названия улиц и площадей Парижа. В итоге 7 июля 1807 года в городе Тильзит подписан мирный договор, по условиям которого Россия вступает в союз с Францией. Наполеон дает гарантии, что Франция благожелательно отнесется к присоединению к России Финляндии и Молдавии. Кочубей, напомню, считает это катастрофой. Помимо этого, год с 8 по 9 шведская война идет. По результатам этой войны Россия получает Финляндию. С 1806 по 1812 параллельно идут две войны с Турцией и с Персией. То есть Александр I, который заходил на трон, сказал: у нас очень мирная политика будет, воюет пол своего царствования. Дальше, как вы знаете, началась война с Наполеоном. У нас есть отдельный выпуск, поэтому сегодня о войне с Наполеоном подробно я рассказывать не буду. Закончилась она тем, что русские войска вошли в Париж, а дальше начался Венский конгресс 1814 года. И вот о новой европейской системе, о русской дипломатии, вообще о Венском конгрессе здесь стоит поговорить подробнее. В начале 19 века, когда дым сражений только-только рассеялся над Европой, лежавшей в руинах после четверти столетия войн, на авансцену истории вышел человек-загадка, император всероссийский Александр I. Современники, многие из них, во всяком случае, ломали головы, вообще пытаясь понять, кто он, из чего он состоит. Одни называли его властитель слабый и лукавый,
другие называли его гением. Александр был соткан из противоречий. С одной стороны, холодный прагматик, с другой – восторженный мистик. Здесь он либерал, мечтавший о Конституции. Тут он самодержец, державший в своих руках абсолютную власть. Характер его выковала сама жизнь, заставив с детства играть довольно сложную роль. Ну, смотрите, да, с одной стороны, как мы помним, он любимый бабкин внук. И вокруг него блестящий просвещенный двор Екатерины Великой. Ему там привили идеалы Вольтера, Руссо. С другой стороны, отец, который делал все, чтобы бабкино наследство разрушить. И пропитанные муштрой полки его отца. И дальше заговор. И вот он растет между двумя этими полюсами, и он научился, конечно, быть великолепным актером. Он умел казаться и искренним, и доверчивым, лукавил, когда кого-то подозревал. Но, чтобы понять его, конечно, надо попытаться заглянуть глубже, под маску, туда, где, в общем, душа императора, человека навсегда раненого трагедией своего восшествия на престол. В марте 1801 года заговорщики Павла I убивают отца Александра. Александр знал об этом заговоре. Он согласился, потому что он якобы с убийц было взято слово сохранить отцу жизнь. Обманули его или сделали вид, что дали ему это слово. В любом случае, вот до конца своего правления, до конца своих дней этот грех отцеубийства будет, конечно, Александра преследовать. И именно отсюда, из этой, в общем, глубокой личной травмы, рождается такая внешнеполитическая миссия Александра I. Он хочет выстроить новую архитектуру Европы, установить справедливость для миллионов, чтобы каким-то образом вот попытаться, вероятно, обрести это прощение для себя одного. И дальше, наверное, отсюда растет его вот эта почти мистическая вера в свое мессианское предназначение. И эта вера становится, в общем, той силой, которая, определит судьбу континента на десятилетия вперед. Но откуда в молодом императоре взялась эта убежденность, что доверять никому нельзя, полагаться можно только на систему, которую он создал и которую он контролирует лично? С одной стороны, опять из детства, да, два двора, два противоречия, две системы. С другой стороны, внешнеполитическая история. Его научил горький опыт предыдущих войн. Россия исполняет союзнический долг и раз за разом оказывается, если не преданной, то где-то на обочине своих интересов. Давайте вспомним. Вторая коалиция. Отец Александр, Павел I, отправляет нашего легендарного полководца Суворова в итальянский поход. Что в итоге? Чем отплатили союзники? Австрийцы относятся к русскому войску как вообще к расходному материалу. Это такое пушечное мясо. И бросают его, в самые опасные, самые самоубийственные атаки, чтобы сберечь собственных солдат. В какой-то момент русские корпуса вообще остаются один на один с превосходящими силами французов. А когда Суворов с помощью своих побед освобождает для союзников Северную Италию, Вена, в общем, довольно бесцеремонно забирает все плоды этих побед себе. То же самое практически было с англичанами. Значит, Голландия – 17-тысячный русский корпус, который проливает кровь, в общем, за интересы союзников, за интересы Британии. Как только Англия добивается своей главной цели – захвата голландского флота, ее рвение в войне тут же как-то угасает. Александр I, надо понимать, усвоил эти уроки на всю жизнь. Он видел, что все эти союзники руководствуются собственными интересами, сиюминутной выгодой. И глобально, конечно же, они готовы были жертвовать русской кровью ради своих целей, но совершенно не были готовы жертвовать своими интересами ради какой-то общей победы. И вот дальше у Александра, скорее всего, рождается это убеждение. В Европе должен установиться новый мир, новая система, и гарантом ее должна стать одна сила, которая будет стоять выше этих дрязг, интриг, сила, которая обладает военной мощью, но самое главное, обладает моральным авторитетом. И вот такой силой он видит Российскую империю. Взойдя на престол, молодой император сразу показал, что, конечно, пассивным наблюдателем он не будет, хотя ведь так и планировалось. Молодые друзья-реформаторы советуют Александру I взять за образец британскую стратегию. Мы сидим на острове, в данном случае мы сидим в границах империи, наблюдаем, как дерутся другие, и в последний момент вмешиваемся, когда нам это выгодно. Александр, видимо, считает, что это поведение великой державы
недостойно. Ну, потому что, слушайте, правда же, Российская империя, конечно, ни Голландия, ни Великобритания, и за плечами Александра огромный путь. В общем, даже, с любого можно Романова начинать этот отсчет, и с Рюриковича можно. Но главным образом, конечно, с Петра. Тогда Россия активный участник событий на континенте. И вот Александр I мечтает о большем. Он хочет или мечтает создать новую европейскую систему, которая основана на прочном равновесии сил. И вот в этой системе он России отводит совершенно особую, уникальную роль. Она должна была стать не просто одним из больших игроков, а верховным арбитром. То есть такой судья, стоящий над схваткой, наделенный моральным правом рассуживать всех. Я думаю, что он в этом плане укрепился, конечно же, во время этого противостояния с Наполеоном, который, наоборот, стремился к французской гегемонии. И, конечно, Александр понимал, что, наверное, совершенно единственная сила, которая может остановить Наполеона, и с которой неминуемо столкнется он лоб в лоб, это Российская империя. И дальше все движения Александра I – это вызов старой дипломатии, в первую очередь британской. Лондон видел дипломатию, эту европейскую систему, как такой саморегулирующийся механизм. Александр же предлагал иерархию, во главе которой он сам и стоит. Это такая заявка на русское лидерство. На дворе 1807 год. После череды сокрушительных поражений союзников Александр в итоге оказывается 1 на 1 с гением Наполеона. Их встреча на плоту посреди реки Неман в Тильзите, она входит в историю как поражение России, дипломатическое. Но для Александра это такой тактический ход в большой игре. Он же что там сделал? Он тоже надел свою маску и сыграл роль такого очарованного и одураченного Наполеоном юноши. И роль была эта сыграна блестяще. На первый взгляд поражение, на самом-то деле сделка. И Александр, в общем, и уступил меньше, чем должен был. А Наполеон получил меньше, чем хотел. Тильзитский мир не капитуляция, стратегическая передышка, но передышка, купленная, конечно, ценой гордости. Александр понимал, что прямое столкновение с Наполеоном в тот момент – это самоубийство. И вот он под огнем критики собственного двора и европейской дипломатии, он жертвует своей гордостью, гордыней, я бы даже сказал, но в итоге-то пожертвовал малым, чтобы выиграть главное. Он обеспечил России самого важного союзника на тот момент – время. Наполеон вязнет в Испанской войне, а он тратит, истощает ресурсы, он растягивает логистику, он растягивает свои войска. Россия получает время, чтобы копить силы. То есть в итоге Тильзит научил Александра, что дипломатия – это не вполне даже искусство переговоров, это искусство терпения прежде всего. И иногда лучший ход – это не делать хода вообще. И вот осень 1814 года. Вена. В столицу Австрийской империи съезжаются монархи, министры, дипломаты всей Европы. Наполеон повержен. Континент, который почти 25 лет непрерывно воюет, жаждет мира. И по задумке Венский конгресс должен был стать триумфом разума и справедливости. Город превращается в ослепительную сцену, на которой буквально вершится история. Бесконечные балы, приемы, театральные представления, салоны. Казалось, по воспоминаниям современников, что Конгресс не работает, а танцует. Но вот за этим блестящим фасадом идет напряженная, не работа, идет борьба настоящая. Как метко было сказано, путь к миру и согласию лежал через вопрос о судьбе Франции и дележат добычи, отнятой у Франции. И вот каждая из великих держав-победительниц, Россия, Англия, Австрия, Пруссия, все приезжают в Вену со своей повесткой, со своим образом будущего. И образы будущего эти, практически несовместимы. И вот в центре этого дипломатического вихря стоит человек, чья армия зашла в Париж, Александр I. Он прибыл в Вену не просто как один из многих, а как главный победитель, как освободитель Европы. И это, в общем, не фигура речи. Он убежден, что именно ему провидение поручило новую карту континента составить в соответствии со своими замыслами. Таким образом, если все приезжают договариваться,
Александр приезжает фактически диктовать свою волю. План Александра – это не просто набор требований, это такая новая геополитическая концепция. В центре находится польский вопрос. Александр требовал передать России герцогство Варшавское, то есть это земли, созданные Наполеоном. Условие это обсуждению не подлежало. Александр преподносил его как справедливую компенсацию России и, в общем, как стратегическую необходимость для России – создание такого мощного оборонительного барьера на своих западных границах. На этих землях Александр обещал возродить царство польское, даровать ему конституцию, а корону царства польского, соответственно, возложить на себя. Второй пункт его плана – это усиление Пруссии. Ой, как это потом нам отольется в этом же веке и особенно в следующем, но тем не менее. В качестве компенсации за утраченные польские земли он предлагает передать прусскому королю всю Саксонию. Этот ход превращает Пруссию в настоящую германскую державу, но на какое-то время ставит ее в прямую зависимость от воли Петербурга. Третий вопрос – это устройство самой Германии. На месте этой Священной Римской империи создается Германская конфедерация. Это такой хрупкий баланс между Австрией, усиленной Пруссией и союзом малых германских государств. А верховным арбитром этого равновесия, конечно же, Александр видел себя. И, наконец, главный вопрос – это судьба Франции. Надо сказать, что император здесь проявил поразительное великодушие, чего союзники не ожидали. Он категорически восстал против планов расчленения Франции. Были такие планы, давайте ее поделим на несколько государств. Александр понимал, что Франция и через это унижение станет источником вечного реванша. А в его голове жила эта новая европейская система. Там Франция должна быть сильная, умиротворенная, и она должна была стать противовесом амбициям Англии на море и амбициям Австрии в центре континента. То есть фактически Александр I настоял на сохранении дореволюционных границ Франции и даже на принятии королем Людовиком XVIII конституционной хартии. Ход был дальновидный. Вчерашний враг превращается в будущего партнера. Замысел царя был грандиозен. Естественно, что он натолкнулся на стену непонимания и прямого противодействия. У каждой из великих держав была своя правда. Для британского министра иностранных дел лорда Кастлери главной целью было что? Сдержать Россию. Очевидно же, что люди смотрят на карту и видят, что вот в составе и так гигантской Российской империи появляется новый военный плацдарм – царство польское, который нацелен буквально в самое сердце Европы. То есть оттуда можно разворачивать довольно быстро войска. И это, по мнению Британии, нарушает весь континентальный баланс. Фактически английская программа была зеркальным отражением русской. Не отдать Польшу России, восстановить ее как независимое буферное государство. Австрийский канцлер фон Меттерних, он по большому счету движим страхом. Чего боится Меттерних? С одной стороны, Россия-то это союзник, но союзник вчерашний, который всех спас от Наполеона. А сегодня это что? Это моральный авторитет, это колоссально возросшая военная мощь империи. С одной стороны. С другой стороны, Россия еще Пруссию поддерживает, главный конкурент Вены в борьбе за лидерство в германских княжествах. И третье, Меттерних панически боится этих либеральных конституционных идей, которые Александр, предлагает в Польше. Поэтому цель Вены очень проста – не допустить русского контроля над Польшей, не допустить прусского контроля над Саксонией. И вот этот клубок противоречий в эту схватку гигантов вдруг виртуозно вклинился гениальный совершенно переговорщик и дипломат, представитель поверженной Франции, князь Толейран. Поначалу его, как представителя вражеской державы, вообще даже не пускают на главные совещания Большой Четверки. Но Толейран, помимо того, что он великий дипломат, он гений интриги, то есть он настоящий лис в курятнике. И позиция-то у него проигрышная, вообще нет шансов. И он ее блестяще разыгрывает. Он объявил, что приехал в Вену не торговаться, а защищать великие принципы. Что это за принципы? Главный из принципов – это принцип легитимизма, то есть незыблемость прав законных монархов и границ. Ход абсолютно же гениальный.
защищая права саксонского короля, которого Пруссия хотел сожрать, он на самом деле защищал Францию от появления на ее границах мощного и агрессивного соседа. Затем он берет на себя роль защитника малых государств. Малые государства Испании, да, бывшая империя, Португалия и Швеция, которых победители, в общем, отодвинули на второй-третий план. Он вокруг себя их объединяет, создав на Конгрессе вторую силу. И постоянно апеллируют: господа, ну мы ж про справедливость, про международное право. А дальше он начинает играть на страхах Англии, на страхах Австрии перед русско-прусским доминированием. Он нашептывает Меттерниху, он нашептывает англичанам о том, что русский колосс-то разрастается. И вот так, шаг за шагом, интрига за интригой, он из изгоя превратился в необходимого союзника, без которого ни один главный вопрос уже нельзя было решить. Так, в Вене складываются два противоборствующих блока. С одной стороны, Россия и Пруссия, связанные общими интересами. С другой – Англия и Австрия, к которой примкнула побежденная Франция. И у них общая цель – не допустить реализации планов Александра I. Переговоры заходят в полный тупик. Польско-саксонский вопрос становится настоящим камнем преткновения. И, в общем, этот союз победителей превращается в союз новых, ну, если не врагов, то противников. И в кулуарах тоже говорят, что, ребят, а, по-моему, мы тут не мир сейчас, а новую войну подпишем. А напряжение достигает своего предела 3 января 1815 года. В обстановке строжайшей секретности Каслри, Меттерних и Толеран подписывают тайный оборонительный союз. Великобритания, Австрия и Франция обязуются в случае нападения со стороны России или Пруссии выставить общую армию. Ну, то есть, представьте себе, всего через 9 месяцев после того, как Европа рукоплескала, после триумфального выступления в Париж, союзники готовы с главным победителем Наполеона воевать. Европа, вроде бы я сказал, измучена 25-летними войнами, но она стоит на пороге буквально новой мировой войны. Как Александр об этом тайном сговоре узнает? История здесь делает совершенно невероятный поворот. И на сцену вновь выходит главный возмутитель спокойствия – Наполеон. Бонапарт во время своих 100 дней триумфально возвращается в Париж. Он вошел в опустевший кабинет сбежавшего короля Людовика XVIII и разбирает бумаги на его столе. И среди бумаг он нашел копию того самого секретного договора от 3 января, договора, направленного против России. Наполеон понимает, ему в руки достался козырной туз. Что он делает? Он немедленно отправляет документ с курьером в Вену, лично Александру I, рассчитывая одним ударом расколоть коалицию своих врагов. Вы можете себе представить, да, Александр I, что чувствует, когда он этот подарок получает? Предательство. И он всегда подозревал, что будет предательство. Но вот же теперь документ есть, печать, подпись буквально. И он вызывает к себе австрийского канцлера. Меттерних, ничего не подозревая, приходит в кабинет, и Александр молча ему протягивает бумагу. И по мере того, как Меттерних эту бумагу читает, его лицо белеет, как полотно. То есть он буквально не то что разоблачен, а прям с поличным взяли. И он ожидает, что сейчас будет, конечно, взрыв ярости, и начнется новая война. А происходит вообще совершенно невероятное. Александр берет у нее из рук этот договор, говорит: вы прочитали? Да, прочитал. Подходит к камину и бросает его в огонь. И говорит: пока мы оба живы, об этом документе больше не должно быть ни слова. У нас есть дела поважнее. Наполеон вернулся. То ли это жест великодушия, то ли это жест холодного прагматизма. Но в итоге-то Александр спасает это единство союзников. Он показывает, что, ребят, перед лицом общей угрозы надо забывать личные обиды. Но также он, конечно, дал понять Меттерниху, кто теперь в доме хозяин и кому Меттерних обязан сохранением мира. Очевидно, что угроза возвращения общего врага мгновенно всех отрезвляет. Перед лицом Наполеона их собственные разногласия показались мелкими. Начинается паника. Паника заставляет всех спешно искать компромисс. А Александр понимает, что без единства Наполеона
не остановить, и он идет на уступки. Александр соглашается на раздел герцогства Варшавского. Пруссия, в свою очередь, получает только половину, северную половину Саксонии. И кризис таким образом преодолевается, мир спасен. Но вот этот тайный договор, конечно, шрам и кислое послевкусие в отношениях между союзниками оставил, в особенности во рту Александра I, конечно. После окончательной победы при Ватерлоу Александр I представляет Европе свой самый личный и самый, в общем, загадочный, а некоторые называют его совершенно фантазийный проект – акт о Священном Союзе. Это был документ, не имевший аналогов в истории. Значит, во-первых, как он написан? Это такой возвышенный, практически евангельский стиль. Он призывает монархов Европы отныне руководствоваться в своих отношениях не циничными интересами, а заповедями любви, правды и мира, почитать друг друга братьями, а своих подданных членами единого народа христианского. Ну, абсолютная же утопия, да? И непонятно, на самом деле, это что такое? Это правда какая-то вот в его пропитанной мистикой душе эта утопия родилась? Или, как тот же Меттерних цинично заметил, пустозвонное ничто? А англичане, наоборот, опасались, что это вот эта утопия – это хитрый ход, прикрытие для создания под эгидой России Европейского альянса. Но у Александра была еще одна мечта, о которой знают немногие. Мечта, которая показывает, что, в общем, он опередил свое время. В 1816 году Россия обладает самой мощной сухопутной армией на континенте. И он делает немыслимое. Он конфиденциально обратился к британскому министру Каслери с совершенно невероятной инициативой – начать процесс одновременного и пропорционального разоружения всех европейских держав. Представим себе, да, победитель, который стоит во главе самой большой армии, сам предлагает сложить оружие. Для прагматичных англичан это было вообще настолько дико, что они даже вообще не сразу поняли, он троллит или это серьезно он предлагает. Каслери, конечно, вежливо, но очень твердо отклонил эту идею как прекрасную, но, вы знаете, совершенно нереалистичную. И вот этот эпизод – лучшее доказательство вот этой пропасти между мировоззрением Александра идеалиста, который действительно верил в возможность вечного мира, и политиков-прагматиков, французов, англичан и австрийцев, для которых эта война и это вооружение было естественным продолжением дипломатии. Для Александра Священный Союз виделся такой первой попыткой в новой истории создать, если хотите, идеологический фундамент для международного порядка. Александр почему-то, я не знаю почему, никто не знает почему, верил, что на базе христианских ценностей можно построить этот мировой порядок, где никогда больше не будет войн. Что такое французская революция? Была идея просвещения. Это народный суверенитет. А Александр, который весь этот революционный террор видел, он пытался ему противопоставить, этому разрушительному террору, собственную консервативную идею. Ну, время просто поменялось. Наверное, когда-то в античности, да нет, не в античности не сыграл такой союз никакой роли. Но, тем не менее, вот он пытался на этих, будем говорить, романтических основах построить новую европейскую систему. То есть, фактически, Священный Союз был еще и манифестом против революции. Если Священный Союз был душой нового порядка, то телом его реальным рабочим механизмом стал так называемый концерт Европы или система конгрессов. В отличие от мистического творения Александра, эта система была продуктом трезвого прагматизма, и главный ее архитектор был британский министр Каслери. В договор, оформивший союз 4 держав-победительниц, он включил 6-ю статью. Что это была за статья? Она предусматривала периодический созыв конгрессов для обсуждения общих интересов. Идея, на самом деле, была революционная. Вместо тайной дипломатии – коллективное
управления кризисами. Давайте собираться, высказывать проблемы в лицо и пытаться их решать. И система эта, надо сказать, немедленно подверглась проверке. В начале 20-х по Европе прокатилась волна революций национальных. Испания, Неаполь и Пьемонт. И концерт заработал. На конгрессах в Тропау, Лайбахе, Вероне великие державы коллективно принимали решения о вмешательстве, о борьбе с этими революциями. Австрийские войска по мандату концерта подавили революции в Италии. А французская армия, вчерашняя революционная армия, вчерашний враг, действуя от имени Европы, восстановила абсолютную монархию в Испании. То есть система показала свою эффективность. И эта же система обнажила и глубокие фундаментальные противоречия. Александр I и его союзники по Священному Союзу, Австрия и Пруссия, видели в концерте инструмент для защиты легитимных монархов по всей Европе. Они провозгласили универсальное право на интервенцию. А вот Британия, например, она была категорически против. У Лондона был свой собственный принцип невмешательства. Он считал, Лондон, что каждая нация имеет право сама решать свои внутренние дела. Ну и, конечно же, революции на континенте англичане использовали в своих интересах. Англия участвует в конгрессах как наблюдатель. Она опасается, что Священный Союз, в общем-то, превратится в такую всеевропейскую полицию под русским командованием. И вот этот спор о праве на вмешательство фактически стал первой трещиной, которая в будущем приведет к расколу Венской системы. Самым сложным испытанием для Александра и его системы стало греческое восстание, которое вспыхнуло в 1821 году. Этот кризис поставил царя перед мучительным выбором. С одной стороны, как создатель Священного Союза, он должен был поддержать легитимного монарха, то есть турецкого султана. С другой стороны, Россия-то веками себя позиционировала как защитница православных христиан. И русское общество абсолютно единодушно сочувствует грекам, потому что греки борются за веру и за свободу. И Александр оказывается в ловушке собственных принципов. Поддержать греков означает предать эту идею легитимизма. Отказать грекам в помощи – это значит предать историческую миссию России и обречь себя на ужасающий внутриполитический кризис. Он колебался. Он пытался решить проблему через механизм концерта, созывая бесконечные конференции. Конференции эти Меттерних сознательно затягивает, потому что он выигрывал для турок время, чтобы расправиться с повстанцами. Но зверство турецких войск, кульминацией которых стало повешение константинопольского патриарха в день Пасхи, сделали дальнейшее бездействие России совершенно невозможным. Александр разрывает дипломатические отношения с Турцией. Но так и не решается начать войну. И вот эта вот мучительная нерешительность продолжается до самой его внезапной смерти в декабре 1825 года. Он оставил своему преемнику в наследство совершенно взрывоопасный кризис. Его последний дипломатический акт стал символом вот этой трагической двойственности всей его политики. Стремление к порядку столкнулось с реальностью национально-освободительной борьбы. Каким же стало наследие этого загадочного монарха? Он был человеком, который остановил Наполеона, победил его не только силой оружия, но и силой воли и дипломатического искусства. Он стал главным архитектором новой европейской системы, Венской системы, которая подарила Европе самый долгий период мира в ее новейшей истории. Получается, почти 40 лет без больших войн. Ни до,
недолгое время после этого ни одному государственному деятелю не удавалось создать столь долговечную конструкцию международной безопасности. Но у этого мира была, конечно, своя цена. Он был построен на подавлении национальных и либеральных устремлений народов. Система, созданная для сохранения мира, превратилась в инструмент борьбы с любыми переменами, принеся Александру и его преемникам репутацию жандармов Европы. Александр был одним из последних идеалистов на троне, который искренне верил, что можно построить политику на заповедях Евангелия. Он же был холодным прагматиком, который в борьбе за интересы своей империи не уступал в хитрости ни Меттерниху, ни Толерану. В его наследии, как и в его душе, навсегда переплелась мечта о братстве народов и реальность политики больших держав. И в самих основах созданного им порядка уже были заложены семена его будущего крушения. Он подарил Европе мир, но надолго гарантировать этот мир было невозможно. Возвращаясь к территориальным приобретениям, после Шведской войны Финляндия входит в состав Российской империи по условиям войны с Турцией, по условиям мирного договора Восточная Молдавия, по условиям Венского конгресса создается Польское королевство или царство Польское, которое находится в унии с Россией. Польша сначала не вошла в состав Российской империи, она оставалась отдельным государством со своими границами, своей таможней, с армией, с денежной системой. Польским царем был провозглашен Александр I, который тут же даровал полякам конституцию. То есть мы продолжаем, либеральную политику, но только не в России. Александр считал, что, значит, Польша будет таким местом, где мы все эти конституционные порядки проверим. А дальше мы это все перенесем в Россию. Польское общество конституционную реформу вообще не восприняло, оно продолжало возмущаться порабощением, проклинало русское правительство, русскую армию, и закончилось это все восстанием. Понятно, что русские власти в ответ ввели цензуру, преследовали оппозиционеров. Поляки, очевидно, что мечтали о возвращении собственной государственности. Я уж не говорю о территориях Литвы, Белоруссии и Западной Украины, но хотя бы о возвращении польского государства. Все это вылилось, в общем, в мятеж в 30-м году уже при Николае I. И вот здесь начинается очень важная часть нашего повествования. Вот в моем мире, в моей голове я рассуждаю об этой эпохе так. Александр I – победитель Наполеона, спаситель Европы, человек, который находится на гребне волны, которого уважают во всем мире, которого уважает собственная элита. Человек, который сейчас находится в ситуации, когда возможно все. Вот ты сейчас возвращаешься и начинаешь делать реформы. Я не говорю о Конституции, но хотя бы вот сейчас надо отменять крепостное право, потому что элиты, конечно же, ждут. Они только что съездили все на Запад в военный поход, они увидели, как там устроена жизнь, и они считают, что там более прогрессивная система управления. Откуда декабристы появятся? Оттуда, из наполеоновских войн. Но Александр останавливается. Это не эпоха реакции, как тоже многие начинают говорить, что вот он начинал как либерал, а закончил как ужасный реакционер. Это не так. В жизнь Александра входит мистика, входит высокое это религиозное озарение, что Россию Божья воля спасла, а проводник этой Божьей воли он сам. В 1815 году Александр знакомится с баронессой Крюденер, слезливой проповедницей. Он ее привозит в Россию. Дальше там присоединяется сектантка Татаринова. Начинается расцвет мистицизма. Все это поддерживает министр духовных дел Голицын. Очевидно, что, по мнению Александра, чудо спасло Россию от гибели. И это чудо Александра полностью изменило. Ранее он был, в общем, нерелигиозным человеком, а теперь он искренне уверовал в Бога. Император начинает регулярно читать Библию, размышлять над содержанием Священного Писания. Его в этом деле поддерживает обер-прокурор Синода, упомянутый уже мной князь Александр Голицын. Поддерживает член Госсовета и видный масон Родион Кошелев. Оба этих человека склонны к мистицизму. Их христианство – это такой, скорее, протестантский пиетизм с добавлением масонских всяких доктрин
и легким налетом православной догматики. И вот они, значит, толкают императора в эту сторону мистицизма. Даже не толкают, а поддерживают его увлечение. А значит, при поддержке Александра I основано Российское библейское общество, в котором кроме православных священников представители католиков, представители протестантов. Обществу этому было поручено создать перевод Библии на современный язык и заниматься распространением священного писания среди народов России. Было объявлено, что система образования в России должна быть основана прежде всего на Библии. Член этого библейского сообщества Михаил Магнитский, например, был назначен попечителем Казанского учебного округа. Он там увидел сразу крамолу, провел чистку, зачистил множество профессоров, писал доклады про вольнодумство. Такие же меры потом последовали в Санкт-Петербургском учебном округе. Дальше уже умрет Александр I, при Николае I все эти злоупотребления вскроются, Магнитского уволят, найдут у него кучу денег, имение у него конфискуют. Ну и так далее. А пока полный расцвет этих мистиков. Самое главное, что церковь православная все эти мистические увлечения императора не одобряют. Тем более, что они приводят к тому, что Александр с равным пылом молился в православном храме, в католическом храме, в протестантской церкви, что, конечно, образу православного царя не соответствует. И тут вы меня спросите, ну хорошо, значит, реформы Спиранского не заехали, потому что увлекся царь внешней политикой. А сейчас что во внутренних делах? А сейчас царь увлечен мистицизмом, император вернее, а на Руси начался период, который называется Аракчеевщиной. Провал конституционного эксперимента в Польше очень сильно разочаровал Александра I во всех его либеральных убеждениях. Император увидел, что и простой народ, хотя как он мог это увидеть, непонятно, но увидел, что он и верхушка общества не готовы ко всем этим конституционным реформам. А допущение к власти народных представителей приведет к расколу и смуте. И вот, собственно, Александр все эти проекты крестьянских реформ, в частности, в 1818 году Аракчеев дельную реформу подготовил, все это легло под сукно. По реформе Аракчеева предполагалось, что государство постепенно выкупит крепостных у помещиков, и крестьяне получат свободу по примеру прусской реформы, без земли, которую они должны будут арендовать у землевладельцев, но зато, значит, землевладельцы, которые поиздержались в наполеоновских войнах, получат деньги. В 1820 году положили под сукно конституционный проект Николая Новосильцева, который назывался «Государственная уставная грамота Российской империи». Вот должна была такая быть первая конституция. В ней должно было быть провозглашено федеративное устройство, вводился двупалатный парламент, фактически как в проекте Спиранского. Что еще там было? Закреплялись гражданские права и свободы подданных. Причина отказа от конституционной реформы такая же. Постоянные волнения в Польше. А тут еще революция в Италии, а тут еще революция в Испании, а тут еще революция в Греции. И поехали по знакомому пути. Вместо либерализации закручиваются гайки. Особое значение получает генерал Аракчеев. Он занимал важный пост – начальник императорской канцелярии. Большая часть государственных вопросов решались или при его посредничестве, или непосредственно самим Аракчеевым. И тут вопрос, как либерально настроенный Александр I мог приблизить к себе такого реакционера Аракчеева? Ну, его современники считали тираном, странным существом, человеком ограниченным, которому чуждо вообще все человеческое. Его в личной переписке как только не называли. На него писали эпиграммы, сатиры, называли его жестоким временщиком и наказанием всего русского народа. Вместе с тем, ну не знаю, был ли он там, условно говоря, нобелевским лауреатом по возможностям своего мозга, трудно судить, но это был человек исключительной честности. Человек, который говорил, в общем, правду в глаза, хотя, думаю, что тоже не до конца, иначе бы долго он при дворе не продержался. Он не был известен как взяточник, хотя имел для этого самые широкие возможности. Вот, то есть все его состояние – это долгие годы трудов, и еще при Павле же он начинал. Аракчеев являлся сторонником организации и порядка.
То есть он хотел все дело по линейке выстроить. Он сам работал, значит, с раннего утра до поздней ночи. Именно это его со Спиранским тоже роднит. И такого же требовал от своих подчиненных. С именем Спиранского связаны военные поселения. Что это такое? После победы в наполеоновских войнах в России были учреждены военные поселения, в которых крестьяне и солдаты составляли такое особое, если можно сказать, военное земледельческое сословие. Государство строило в поселениях дороги, каменные дома, больницы, школы, обеспечивало инвентарем и старалось повышать уровень жизни военных поселенцев. Детям их давали бесплатное образование. Подразумевалось, что, значит, солдаты воюют, а когда не воюют, они сами себя обеспечивают как крестьяне. Но понятно, что крестьяне были все недовольны, потому что кроме обработки земли, их заставляли еще заниматься военным делом. Вводили в деревнях этих суровую дисциплину. И недовольство поселенцев привело к нескольким восстаниям. В результате система военных поселений была реформирована. Поселенцы теперь не подлежали поголовному зачислению на военную службу, а регламентация их повседневной жизни была значительно ослаблена. Создание этих военных поселений, в общем, понятно, что было обусловлено экономическими причинами. Армию дорого содержать. А тут ты там условно понедельник, среда, пятница солдат, а вторник, четверг, суббота ты крестьянин. И и армию содержишь, и вроде не тратишь на нее большие средства. Реформированные военные поселения сохранились аж до 1857 года, до реформ Александра II. Что нам еще интересно из личности Аракчеева? У него было свое имение в Грузино. Он потратил на строительство усадебного дома и обстановку его за все годы более 582 тысяч рублей. Но это не важно, важно другое. Деньги-то он, может, там и заработал, понятно. Он построил сеть дорог, провел общую перепланировку всех деревень своего поместья. Значит, если строение и местоположение которых графу не нравилось, значит, строения эти разбирались и переносились на другое место. Крестьянские дома строились по типовому проекту, значит, красились одинаковой краской, располагались по линейке и украшались цветами, видимо, тоже по линейке. Строительство всевозможных пристроек, сараев и навесов или перепланировок, как сказали бы современные работники ЖКХ, было строжайше запрещено. Планировка эта позволяла вести строгий учет и контроль. Значит, согласно правилам, в каждой крестьянской семье должна была быть лошадь и определенное количество коров. Животным, как и людям, предписывалось благопристойное поведение. Аракчеев распорядился посадить на привязь всех кошек, чтобы они не отравляли жизнь певчим птицам. Считая, что свиньи только портят пейзаж, граф выпустил специальный указ, который запрещал жителям окрестных сел держать свиней. Личная жизнь крепостных тоже была регламентирована. Великим постом женихи подвергались экзамену на знание молитв. Результаты экзаменов передавались графу, который либо давал по результатам экзамена, либо не давал решение на создание семьи, новой ячейки общества. При этом он следил за тем, чтобы браки не расстраивались из-за бедности жениха или невесты. В общем, имение его было превращено в образцовую общину, в которой все делалось на основе планов и инструкций. Данные меры привели к тому, что если сначала с одного крепостного собиралось 4 рубля 60 копеек оброка, то за 20 лет эта сумма постепенно выросла до 18 рублей. В бытовом плане, как сообщают современники, жили крепостные Аракчеева очень хорошо. Однако самих крестьян эта жизнь приводила в ужас, и многие предпочитали ударяться в бега. Я к чему это рассказываю? Вот такой Аракчеев представлял и жизнь в империи. Чтобы домики одинаковые, цветочки одинаковые, женишки и опрятные невесты, кошечки хватают голубей, давайте кошечек посадим на привязь. Как же они певчих птичек-то обижают. В общем, бред, утопия абсолютная. И вот это вот... Есть прекрасная цитата из фильма «Большая перемена». Но ведь невозможно же прикнопить к бумажке солнечного зайчика. Вот Аракчеев пытался. Ничего из этого не вышло. Ну и в заключение, есть очень распространенная теория, что эпоха Александра I – это противостояние либерала Спиранского и реакционера Аракчеева. Ну, конечно, можно и так на это посмотреть. Ну а они кто такие-то были? Все, наверху стоял Александр I, император. Он первую половину своего царствования был либерал, а вторую – мистик и немножко реакционер. Поэтому Спиранский... Когда была либеральная движуха, он был нужен императору. А когда началась другая, нужен был Аракчеев.
Поэтому, конечно, все решалось императором. 13 сентября 1825 года Александр I приехал в Таганрог. Он там планировал дождаться императрицу, а затем посетить с инспекцией Крым и Кавказ. Когда в город прибыла Елизавета Алексеевна, император вместе с супругой отправились в Крым. Время было осеннее, но, значит, бравировавший своим железным здоровьем, Александр всю дорогу проехал верхом, в одном мундире, не надевая шинели. Он простыл и в Таганрог вернулся совсем разбитым. Отказался от врачебной помощи, и у него началась лихорадка. С каждым днем император слабеет. 16 ноября он теряет сознание, 19 ноября он умирает. Всего 48 лет императору. Ну, естественно, начались слухи. Многие не верили, что Александр умер. И появляется миф о том, что он добровольно отказался от власти и ушел странствовать, а вместо императора похоронен был похожий на него фельдъегерь Масков, умерший в то же самое время. И дальше легенда связывает судьбу императора с именем старца Федора Кузьмича, который в Томске дожил до 1864 года. Среди историков нет единого мнения, был ли старец императором. Но многие известные исследователи полагают, что да, скорее всего, Александр I не умер, а стал этим старцем. Окончательные выводы вообще можно сделать на основе генетической экспертизы, но до сих пор она не проведена, хотя никаких препятствий к тому не существует. Ну, что хочется сказать, откуда вообще эта легенда родилась? Вот что, какие воспоминания есть об этом Федоре Кузьмиче? Что значит странствовал? Он странствовал, детей учил, значит, всякому церковному писанию, чтению, значит, православных текстов. А дальше первые сообщения. В доме казака Сидорова, приютившего старца, появился казак Березин, который служил в Петербурге. И в Федоре Кузьмиче он опознал покойного императора Александра. В начале 20 века появляется свидетельство казака Антона Черкашина, который сообщал, что местный священник Иоанн Александровский, сосланный в Сибирь из Петербурга, также опознал в старце царя и утверждал, что не мог ошибиться, так как видел Александра I неоднократно. По рассказу казака Сидорова было известно высказывание Федора Кузьмича, которое было расценено как наличие связей в петербургском обществе. Цитата такая. Вспоминая однажды в разговоре Красноярска его начальство и будучи чем-то недоволен, Федор Кузьмич сказал: «Стоит мне только гаркнуть слово в Петербурге, весь Красноярск содрогнется от того, что будет». Старец не выходил практически из кельи. В 1849 он переселился в село Краснореченское. В 1850 его келью посетил Лев Толстой, который целый день беседовал с Федором Кузьмичем. Ряд исследователей говорит, что Федор Кузьмич-то был не совсем Федор Кузьмич. Он вел переписку с бароном Дмитрием Остенсакеном, с младшим братом Александра I, императором Николаем I, и вел эту переписку с помощью шифра. Будто бы, получив известие о смерти императора, старец заказал отслужить панихиду, на которой долго молился со слезами. Что еще? Якобы жители села Зерцалы в начале 20 века хранили у себя в часовне оставленные Федором Кузьмичем Евангелие и Киево-Печорскую икону Божьей Матери и раскрашенный вензель на бумажном листе, изображающий букву А с короной над ней и летающим голубком вместо горизонтальной перемычки в букве. Это был вензель императора Александра I. Ну, очевидно, что старцу приписывали всевозможные чудеса, религиозные подвиги, исцеления и так далее, и так далее, и тому подобное. В период странствий по Томской губернии он знакомится с купцом Хромовым, который его уговаривает: переселись-ка ко мне в Томск. Там он, Федор Кузьмич, регулярно посещает церковные службы, а особо им отмечался День памяти Александра Невского. Тоже понятно почему. Да? В честь Александра Невского
крестили императора Александра. В этот день он посещал своих знакомых Анну и Марфу. Они ему готовили праздничный обед. И, значит, известны что еще? Известны рассказы старца об Отечественной войне 812 года, его воспоминания об Аракчееве, Суворове, Спиранском и Кутузове. Все это родило огромное количество слухов, что это император Александр I. И скончался Федор 20 января 1864 года, согласно метрической записи, 80 лет от роду. В 1866 году по инициативе этого купца Хромова был написан карандашный портрет старца, который имел очень схожие с Александром I черты лица. Вот, собственно, такая легенда. Как закончился путь императора, мы не знаем. Может, действительно, он плюнул на все это дело и сказал: хочу только с Богом общаться. А с вами, вельможи, казнокрады и крючкотворы, общаться не хочу. И взял и пошел, значит, бродягой по Руси. Возможно, мы этого не знаем. Правление Александра I, прозванного Благословенным, один из самых противоречивых и насыщенных периодов в русской истории. Эпоха его прошла под знаком борьбы. Причем борьбы, которая была внутри него самого, между либеральными идеями и консервативными идеями, которые поддерживались реальностью русского общества и государства. Александр большинство реформ свернул, потому что справедливо опасался революции. Но вот эта его половинчатость, в ней надо искать корень революции 1917 года. Конечно, Россия при нем достигла пика своего международного влияния, стала сильнейшей континентальной державой для всей Европы. Конечно, Александр I навсегда остался победителем Наполеона, освободителем Европы от тирании. Но вот это вот ожидание больших глубоких реформ, которое было им же порождено, привело Россию на Сенатскую площадь. Когда элита вышла и поняла, что реформ больше не будет, она решила действовать путем вооруженного восстания. Выпуск о декабристах был первым выпуском историческим на этом канале. Если вы его не видели, посмотрите его обязательно. Вот таким было царствование Александра I. Закончить мне этот выпуск хотелось бы цитатой Ключевского, который царствование его описывает таким абзацем. Если бы сторонний наблюдатель, который имел случай ознакомиться с русским государственным порядком и с русской общественной жизнью в конце царствования Екатерины, потом воротился бы в Россию в конце царствования Александра и внимательно вгляделся бы в русскую жизнь, он не заметил бы, что была эпоха правительственных и социальных преобразований. Он не заметил бы царствования Александра I. Да, отсюда же эта созвучная поговорка, что в России за 15 лет меняется все, а за 200 лет ничего. Вот это, я близко к тексту ее цитирую. Но суть, в общем, Ключевский передает верно. Вот такое у него довольно скептическое отношение к Александру I. Вот такая противоречивая эпоха, такое противоречивое царствование, и все противоречия это в основном жили внутри одного человека, императора Александра. Друзья, спасибо за то, что смотрите исторические выпуски, спасибо за то, что смотрите цикл про Романовых, и мы будем продолжать. Увидимся.